последнее время часто думаю о том, каким образом можно привести свою жизнь в баланс. И я нашла классный метод, это колесо жизненного баланса, которое позволяет нам разбить нашу жизнь на 8 разных сфер. Это здоровье, отношения в семье, отношения с коллегами и друзьями, карьера, деньги, саморазвитие, духовность, отдых и хобби. Пойдем я покажу вам, каким образом вы можете нарисовать круг и расставить оценки каждой сфере вашей жизни. Нам нужно нарисовать круг и разделить этот круг на 8 разных частей. Здоровье, семья, когда вы нарисовали колесо жизненного баланса, вы ставите себе оценку от 1 до 10. Так вы делите каждую область, расставляете определенную оценку. Например, здоровье 7, семья, предположим, 8. После того, как вы расставили себе баллы, посмотрите внимательно, какая оценка в каждой сфере вашей жизни. Если вы видите пункты от 0 до 3, то это большая проблемка, значит, что эта сфера находится в критическом состоянии и нужно подумать, как ее улучшить. Если вы поставили себе от 4 до 7 в определенной сфере, то это, конечно, такой среднячковый вариант, но это означает, что вам нужно будет точечно улучшать определенную сферу. Но если вы поставили от 8 до 10 баллов, то здесь ситуация стабильная, все отлично, можно так и продолжать. Например, мне свойственно достигаторство. Это, знаете, из серии «Запрячь сани и догнать Санту» — это про меня, поэтому я себе поставила в сфере отдыха стабильную 3. Как я вообще поняла, что это достаточно проблемная зона, мне стали задавать вопросы: а что ты делаешь в свободное время? И я долго думала, что вообще ответить, потому что мои ответы обычно были: читаю книгу по прикладному анализу поведения, или прохожу курсы по аутизму, или вырезаю карточки для визуального расписания. То есть любое свободное время я пыталась превратить в учебу и в работу, потому что в моей голове постоянно крутилось: когда будет время, тогда отдохну. В итоге, как бы мне не нравилась моя работа, как бы мне не нравилось учиться, я все равно в какой-то момент дошла до выгорания. И я стала серьезнее смотреть на колесо жизненного баланса и приводить все свои сферы в порядок. То есть мы понимаем, что отдых – это не привилегия, это необходимость. И отдых дает нам возможность перезарядки и возврата энергии. Поэтому очень важно не относиться к этому: когда-нибудь получится, и я там отдохну в какую-то секунду свободную, а четко планировать время для отдыха и структурировать отдых. В конце концов, мы больше всего помним о том, что мы проживаем через наши сенсорные ощущения. Поэтому так важно насыщать наш отдых полезными, но в то же время занятиями, которые приносят нам огромную радость. И сейчас я пришла к тому, что у меня есть 2 цели: каким образом я могу разнообразить свой отдых и вообще создать его, скажем так. Первое – это у меня есть теперь мечта посетить все замки Латвии. И второе – мне очень нравится снимать и делать монтаж. Поэтому я, в принципе, завела этот YouTube-канал, чтобы делиться тем, как вы можете отдыхать, и делиться тем, каким образом я смогла дойти до понимания того, что отдых – это необходимая часть нашей жизни. Many lies that I've told, and many secrets
Я врываюсь к вам посреди видео, чтобы немножко больше обозначить, как вы можете ставить конкретные, объективные достижимые цели. Очень важно не просто написать «я хочу больше отдыхать», а важно расставлять конкретные цели. Например, я хочу посещать кружок танцев 3 раза в неделю. Или я хочу посетить все замки Латвии, да, предположим. Или я хочу научиться лепить из глины. Что бы это ни было, ставьте перед собой объективную достижимую цель. И дальше разбивайте эту цель на маленькие задачи. Предположим, вы хотите посещать кружок танцев 3 раза в неделю. То расставьте маленькие задачи, как вы дойдете до реализации этой цели. Например, найти 3 разных кружка, которые я могу посетить. И вы записываете информацию, адреса и телефоны. После этого вы пишете «посетить 3 разных кружка». То есть вы на самом деле пойдете, посмотрите, какое место вам понравится больше. Следующая цель – это посещать кружок танцев 1 раз в неделю. И дальше вы просто можете расширять количество времени или раз, сколько вы будете посещать этот кружок. Если вы ставите конкретные цели и маленькие задачи, которые вы можете зачеркивать, и это приносит огромное удовольствие и подкрепляет ваше поведение продолжать действовать, то точно вы сможете дойти до этой цели, она не останется где-то в мыслях гипотетически летающая, которую вы не можете поймать. Поэтому помните, что отдых – это необходимость, а не привилегия. Ставьте себе конкретные цели, планируйте свой отдых и никому его не отдавайте. Обязательно отдыхайте. Хорошего просмотра дальше. Конечно, во дворце безумно красиво, и большая часть интерьеров была создана в XVIII веке. Но в основном помещение украшено предметами искусства того времени. Очень уютное место, мне очень понравился интерьер. Посмотрите на эти красивые люстры. Очень советую попробовать их местный лимонад, по-моему, ананасовый, клубничный и вкуса манго. Тоже очень вкусно.
say so.